Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я планирую прокатиться в Невский лесопарк, встречусь с другом и поедем. Погнали! Наконец-таки встретились, я доехал до театра бывшего, он находится вон там. Сейчас мы поедем с Артемом в Невский лесопарк. Да, Артем? Нет, Сергей. Лесопарк и поедем.
Артем, хватит жрать, поехали. Нужно ехать. Мы уже и так отстаем от времени. Надо ехать. Вот пока жду друга, он отстал. Едем уже по трассе, подъезжаем к Невскому лесопарку. Решили сделать небольшую остановку перед заездом в Невский лесопарк на причале около Невы. Вот там вот уже начинается Невский лесопарк. А тут причал. Сейчас немножко пройдемся по причалу, посмотрим его. Ну что, вкусно? Очень? Это хорошо. Когда-нибудь, возможно, этот причал достроят, и сюда будут приплывать корабли, выходить туристы и идти, например, в Невский лесопарк. Какая настру тебе в рюкзак. Идиот. Вот, а пока здесь шашлычники устраивают шашлыки. А вот такая вот красивая раскинулась перед нашим взором Нева. Река Нева. Тот берег уже интенсивно застраивается. Там у нас металлострой. И вот уже дома с каждым годом все новые и новые вырастают, как грибы. Что с этим делать, я не знаю. Погода сегодня вроде бы как удалась. Хотя с утра так совсем не казалось. Шел снег, было достаточно облачно, пасмурно. Ну а сейчас вот погода разыгралась. 15 часов 48 минут сейчас на моих часах. И вот скоро мы после небольшого отдыха проследуем в сам Невский лесопарк. Вот винта. Велосипед забыл. А вот еще такая штука интересная. Друг сказал, что возможно это ванна для жертвоприношений. Ну, все может быть. Напишите в комментах, что вы думаете об этом. Что это может быть? Передача перестала переключаться, маленькая. Артем, смотри по сторонам, если увидишь какую-нибудь стояночку, сигналь мне. Ух ты, ничего себе.
Какие поля. Вот это поле. Нет, тут озер нету. Это, скорее всего, поле. Красота, красота. Вон кто-то тут на лыжах прям проехал даже. По колее поехал. Где лес кончается и поле. Там костерок разжечь. Чувак какой-то едет. Вообще город даже видел, смотри. Все, сложно пройти. Вон тут тропинка. Можно ехать по ней, возможно. А может и нельзя. Ну вот, дорогие друзья, мы нашли такое интересное место. Сейчас будем здесь жечь костерчик. Как будем здесь жечь? Костерчик. Раз, прием, вот мы и на связи. Друзья, вот наконец-таки стаб подзарядился. И сейчас вот я вам покажу, что я тут сделаю. В общем, газовый баллон у меня, такая портативная нагревалочка. И сверху уже просто взял с собой крышку от армейского котелка. Вот. И, собственно говоря, сейчас будем делать в честь Масленицы, так сказать, в честь Масленицы. Будем сейчас готовить блины. Я хочу большой огонь, чтобы все сгорело за час. Ну давай, постарайся. Ну в этот час, чтобы стало всем теплее. Не будем мешать ему, пойдем лучше займемся блинами. Значит, маслица у меня в такой штуке. Специально приспособил, сделал маслица. Вот оно у меня, сейчас покажу. Нужно рекламировать. Маслица в такой вот бутылочке. Маслица для масленицы. У меня масло достаточно компактно и мне нравится, в общем, удобно. Сейчас наливаем маслица, но сначала, прежде чем налить, нам нужно поджечь это дело. Пошло дело. Здравствуйте. Здравия! Здравия вам! Как поживаете? Великолепно. Пошла гречка, вон. Дымит уже. Идет гречка. Ну, такое ощущение, что реально как будто мы вот
Не у поля, а у озера находимся. На самом деле это поле. Потихоньку уже собираемся уже. Вот, будем сейчас складывать вещи. Пора уже ехать. Смеркается. Все. Убили всех немцев. Снег набился, я вот так волочил, оно застопорилось и как-то сместилось, не знаю. Вот такие дела, ребята. Я вижу. Я блогер. Велосипед весь в снегу, покрылся уже, все, вон, все в снегу. Как точка может настать? Не знаю, Ну, я не знаю. настала, видишь, Стала точка. настала точка. Новых потаскушек. Вот это место снова настало, место расставания. Там, где мы сегодня встретились с моим другом, здесь же сегодня мы с ним и попрощаемся. Место, где мы сегодня встретились. Вернулись сюда вновь, теперь расстаемся на этом же самом месте. До новых встреч и до новых покатушек. В общем,